Всем привет, с вами Патракова Ольга, и я хочу рассказать вам пару слов о том, зачем нам рекламироваться, зачем нам вообще нужна реклама. В среде кондитеров, вообще не только у нас, но много где бытует мнение, что если ты делаешь хорошие торты, тебе реклама вообще не нужна. В принципе, тебе не нужна реклама. И даже наоборот, чем ты более лучше торты делаешь, чем более красивые, более качественные, тем больше у тебя заказчиков автоматически. И здесь как бы вывод тоже такой, что если нет заказчиков, что мы думаем? Мы делаем хреновые торты, думаем мы. Что надо сделать, чтобы стало больше заказчиков? Правильно! Пойти на курсы, научиться делать какие-нибудь другие торты, какие-нибудь там, не знаю, там с другим декором, какие-нибудь необычненькие, странненькие, еще какие-нибудь такие всякие модные. Вот. Но проблема всего лишь в том, что делать торты и продавать — это два разных навыка, это две разные вещи, не зависящие вообще друг от друга. Понятно, да? То есть делать торты мы все умеем, то есть там мука, сахар, мастика, крем, там что-то наделали руками. А вот продавать мы с вами вообще обычно не умеем. В принципе, да мы и не знаем, что это надо делать, зачем это делать. А здесь, соответственно, это огромный мир рекламы, маркетинга, продаж, переговоров, общения с клиентом, переписки деловой и так далее, и так далее. Вот прям огромнейший мир. И тут включается обычно наш русский менталитет. Нам хочется, чтобы все было бесплатно. Почему я должна еще деньги платить за рекламу? Я что, должна как-то, не знаю, платно, что ли, привлекать? Почему они не могут так просто меня найти, и чтобы вот все бесплатно было? Чтобы бесплатно ко мне шли клиенты толпой, горой, чтобы шли они ко мне. Все было бы хорошо, если бы вы еще и торты бесплатно делали. Вот тогда, поверьте, у вас будет толпа заказчиков, толпа клиентов. И вы с этим сталкивались. Все с этим сталкиваются периодом, когда вы только начали делать торты. Внезапно появляются все родственники. Внезапно вас зовут на все праздники, на все свадьбы. Вы этих людей знать не знаете, помнить не помнили, вас зовут. И... С тебя торт. Я хочу такой торт. Вы знаете, да? То есть о чем я? Бесплатных заказчиков очень много. Те, кто не хотят платить деньги. Но так как мы хотим за свои торты получать какое-то финансовое вознаграждение. То есть мы ищем клиента с деньгами. И хочу вас, к сожалению, не обрадовать. Все ищут этого клиента, ищут все. Все ищут этого клиента с деньгами. То есть битва вообще за него идет. За этого клиента идет битва. У него деньги есть. И тоже было бы все хорошо, если бы не огромные концерны, огромная толпа, жаждущая денег, которые налетают на этого клиента, и мы вообще, то есть и он прям реально в такой панике, что выбрать, куда бежать, куда одеваться. И чаще всего налетают люди-то, то есть те, кто плохо делает торты, потому что они-то тоже, они же знают, что они плохо делают торты, значит, им надо больше рекламироваться, им, значит, надо искать заказчика, понимаете, чувствуете, какой прикол? А те, кто хорошо делают торты, обычно сидят такие, Сами все придут, что? Я тут дом Гаргиония, Все придут и так. Чувствуете? И то есть его окружают, то есть ему начинают все долбиться, те, у кого много рекламы, что они хреновые торты делают, и он, по сути, перед собой видит огромное облако, в интернете, в соцсетях, где-то там рекламы, тортов, говнотортов, прям скажем. Далеко не буду ходить. Сейчас засру кого-нибудь. Кто в Москве работает, те, наверное, встречали. Итак, забиваем в интернете Ирис Делиция. Ирис Делиция — это огромный завод, в котором такие огромные там столы, и там сидят мастера, делают торты на заказ. Там, кстати, нормальные зарплаты, там где-то от 50 до 100 тысяч зарплаты у кондитеров. И они делают, типа на заказ, там подточка, там я уже рассказывала про производство, бешеная подточка. Они делают в день 200-300 заказов в день. У них отдел продаж — это от 50 до 80 человек, которые на телефоне разговаривают постоянно, берут заказы, берут, уговаривают людей, какие-то специальные тексты, все такое прочее. Как с этой машиной соревноваться, реально, если вы еще ничего не делаете? Понимаете? Никак. А хорошие они торты делают? Нет. Они делают говно.
там плюс-минус, смотря какой мастер попадется, потому что у них поток, у них сроки, им надо, ну, грубо говоря, быстро сделать, что у них много заказов, у них небольшие наценки, маленькие цены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. К чему я это? Чем лучше у вас торты, чем вы более качественно делаете, особенно когда вы уверены в своей продукции, когда вы уверены, с чего вы готовите, а практически все домашние кондитеры, они реально в этом уверены. Тем более, когда вы начинающий, когда у вас невысокая еще стоимость, например, то есть это тоже ваш плюс. Вот, вам в этом случае прям необходимо заявлять о себе, необходимо тратить силы, время и всеми возможными способами, какие вы знаете, каких вы не знаете, тратить силы на то, чтобы привлекать заказчиков. И как только у вас будет поток заказчиков, как только люди на вас пойдут, честно говоря, даже если вы не очень хорошо делаете торты, вам будет на чем тренироваться. У вас будут деньги дальше учиться. У вас будет там, не знаю, возможность улучшать свой уровень, когда к вам постоянно идут заказчики, когда они постоянно хотят. Да, вы делаете вот пока такие. Но когда их много, представьте, какое удовольствие делать торты и выбирать заказчиков. Этого я сделаю, а этого не знаю, сделаю или нет. Понимаете, вот в чем. К чему я это все рассказываю вам, счастливая? Необходимость в рекламе огромная, огромнейшая. Это большой пласт, это прям много знаний. Самый простой метод в Инстаграме сделать рекламу через кнопку «Продвигать». Мы ее все делаем не так. Кто пробовал, сейчас руку поднимаете или говорите я делал. Чаще всего мы делаем, что-то натыкали, 100 рублей потратили и что, куда потратили, не знаем. Кнопка «Продвигать» – это один из самых лучших инструментов, самый быстрый, самый простой, никаких сложностей нет, не надо на этот Facebook залазить, там можно настраивать рекламу не только через эту кнопку, можно через приложение, можно через Facebook, там другие настройки сложнее, интереснее, но хотя бы эту. И у нее много возможностей, много разных вещей, и на 100 рублей вы даже сможете привлекать себе до 20 клиентов в неделю, до 20, больше 20 немножко другая сумма, 100 рублей в день, 100 рублей в день всего лишь. И чтобы эти деньги не уходили зря, надо знать, какие кнопочки нажимать, на что смотреть и как проверять, работает ваша реклама или не работает. Поэтому 29 апреля в 3 часа дня жду всех жду на вебинаре. Соответственно, чтобы записаться на вебинар, надо найти ссылку в профиле, вот там ссылка. Да, называется она TapLink. TapLink, синенькие буковки такие, taplink.ru, и дальше буковки такие, циферки непонятные. На нее нажимаете и выбираете «Продвинуть торт». Продвинуть торт. Будем научиться продвигать торты. Продвинуть торт, жмете на «Продвинуть торт» и дальше заполняете все реквизиты. Если не можете найти, напишите мне. Он стоит всего лишь 450 рублей сейчас, этот вебинар, всего лишь. И вы обеспечите себя огромным количеством заказчиков. Все, жду и не откладывайте это, я вас умоляю. Не откладывайте, начните сейчас, пожалуйста, зарабатывать. Я вас прошу, начните сейчас зарабатывать. Начните, это первое, что надо сделать, начать зарабатывать. Поток клиентов. Да? Все, договорились, жду.